Поехали. Дорогие друзья, как и обещали, мы начинаем записывать цикл передач о становлении атомной энергетики Союза, ну и Украины соответственно. Для этого мы пришли в гости к Валентину Ипполитовичу Купному. И да, это мой отец, мой папа. С его помощью мы проведем экскурс в историю. Он стоял у истоков. О его регалиях я говорить не буду, он этого не любит, но по ходу нашей передачи вы сами поймете, что это за человек удивительный. Ну и как всегда мы начинаем с кофе. Варим. У отца всегда есть хороший, качественный кофе. Мама кофе очень любила, царство ей небесное. И у нее, она предпочитала сорт Магараджиб. И отец всегда его покупает для гостей. Сам он кофе не пьет, он предпочитает зеленый чай. Но сейчас чай готов. А сейчас кофе готов. И мы приступаем. Значит, пап, давай начнем. Как ты на Белоярку попал? Это первый такой шаг не только в энергетике, но именно в атомной энергетике. Да, Белоярка вообще первая гражданская станция. Вот. И, жена, по крайней мере, моя жена, вот, это всегда была инициатор, двигатель смены места жительства. Вот. И по Джасказгану, Джасказгане вообще мало кто задерживался, кто приезжал туда. И там работали либо ссыльные, либо местные. Вот. Поэтому бабуля одно время начала меня инициировать очень сильно, вот, что давай искать. Вот. И я искал куда. Вот. Новокузнецкую писал, ГРЭС строилась она, вот. И на Белоярку написал. Вот. С Белоярки пришел ответ старший инженер-механик, по-моему, забыл уже, как называется должности. Дурацкое название было. Его быстро поменяли. Я правильно говорю, что название было не совсем белоярское. Зачислен. Старший инженер-механик, технологический цех. Это было 9 июля 1963 года. А уже это в июле было. А уже в декабре 1963 года вот, переименовали заместителя начальника смены по тепломеханическому оборудованию. То есть эту должность переименовали на уже более понятную для людей. Да, не звучит, не в этом дело, как звучит, а уже понятно по названию, чем я занимаюсь. Вот. И тогда я чем занимался, непонятно из этой должности. А сейчас понятно, то есть весь низ, это был моя епархия, низ, моя ответственность. Низ, значит, 20-я отметка, это у нас этот сам 16-й реактор, 20-я БЩУ, а все, что ниже, это мое. Вот. Ниже БЩУ реактор тоже мой. Еще был зам по реактору, зам начальника смены по реактору. Он на БЩУ сидел. Вот. И из БЩУ никуда не ходил. То есть он управлял. А я обеспечивал то, чтобы работало. Вспомогательное оборудование к реактору? Да не вспомогательное, а турбина, реактор, насосы все. Чтобы они все вместе. Все оборудование, которое находится, если ты, станцию обычно представляешь, ниже 20-й отметки, все мое. Хорошо звучит. БЩУ, это зам по реактору. Он сидел всегда на щите и контролировал левого, правого. То есть он вел процесс с блочного щита. Все практически с блочного управляется. Вот. А я не один там был, у нас были и слесаря еще, дежурные слесаря назывались. Вот. Мы обеспечили, чтобы вот это работало
то, чем он управляет. Мгм. Вот. А про тип реактора скажи. Тип реактора. АМБ, Ну, это же никто не знает. аппарат мощностной, большой. Я толком не знаю, у нас было несколько расшифровок. этого Я АМБ. слышал, что морской какой-нибудь, какой-то там. Только не морской. Вот. Недавно я видел официальную расшифровку. Ну, АМБ-100. да. Вот. Аппарат, по-моему, мощностной, большой. Что-то такое в таком духе. 100 мегаватт это много по тем временам. Это вообще был самый крупный. Да. Вот, 100 мегаватт. Вот. Но изюминка-то не в этом у нас была. Вот, не в мощности. Аппарат был с ядерным перегревом пара. То есть у нас... Я, кстати, почему на Белэрку-то начал? Я же турбинист оттуда, вот, из Джазгазгана. Вот. И тогда, как раз в 60-х годах, пошли новые параметры. Вот, 90 килограмм, 500 градусов перегрева. Это были новые эти, Турбины, да? красивые параметры. Вот. А у нас на Белэрке и это было, и средние параметры 30 килограмм, там 400 градусов перегрева. Вот. Поэтому я на Белоярку-то и пошел, что там современные энергетические параметры, ну, КПД, значит, повыше. Так вот, на Белоярке, значит, для того, чтобы... А турбины ленинградские, обычные серийные машины были, на 90 килограмм, 500 градусов перегрев. Вот. Так вот, вся необычность первых двух блоков Белоярки – это ядерный перегрев. В те же времена ядерный перегрев пытались сделать и немцы, и американцы. Остальных я не уверен. Вот. Но ничего не получалось. Вот. У нас для галочки у нас получилось, якобы получилось. А в чем суть? В двух словах объясни. Пар, значит, в реакторе стояли испарительные каналы. Вот. Так же, как на РБМК везде. То есть испарительные каналы. То есть он графитовый такой же? Где пар, где вода кипит, в пар, потом сепаратор разделяется и идет на турбину. Вот. А у нас испарительные каналы стояли, идет пар, этот барабан-сепаратор, а с сепаратора идет не на турбину, а опять возвращается в реактор, уже в пароперегревательные каналы, перегревается до 500 градусов и идет на турбину. Вот. То есть у него качество лучше у этого пара? КПД выше. КПД выше. Вот, вот на атомщики все молчат, помалкивают на эту тему. Вот. А говорят о том, что мы не загрязняем, атомщики не загрязняют эту атмосферу углекислым газом, вот, парниковыми газами этими всякими. Вот. Но вот, атомная энергетика тепловое загрязнение дает. Вот, потому что в атомной энергетике КПД 30%, 70% сбрасывается в воздух, в Днепр или еще куда-нибудь там в пруды охладителей. Вот. А в тепловой энергетике, теперешней современной, вот, 40-45. Вот. То есть вот 10% атомщики тепловое загрязнение, больше тепловое делают. Сильнее греют. Да, сильнее нагревают окружающее все. Вот. Поэтому и вот те стратегии, которые смотрели, как атомную энергетику в Союзе делать, вот они сначала, конечно, как энергетики, нормальные энергетики, вот, они пошли на ядерный перегрев. Давай попробуем, чтобы дальше было, ну, во-первых, дальше хвост серийный идет. Вот, ведь для этих теперешних атомных станций другие турбины разработали. Вот, они в тепловой энергетике не применяются. Поэтому идея вот, ну, нормальная. Идея хорошая. Нормальная идея была. Вот. И мы работали с этим ядерным перегревом. Первый блок до 81-го. Я прилагал усилия остановить его. Вот. А второй блок, по-моему, до 89-го. Вот есть паспорт, кстати, Белоярки.
А, да, они сделали паспорт, классно Да. придумали. Вот. Так вот, второй блок они остановили, они это уже без меня. Вот. Значит, первый блок в 81 году, а второй в 89 остановили. Так солидный срок. Для первых реакторов это хороший срок. Но При всех тех... как мы все намучились на этих Вот, расскажи об этом. реакторах. О козлах. И вот сейчас, наверное, атомщикам, особенно чернобыльским, которые до сих пор жалеют, что остановили эту совершенно ненормальный реактор. Вот. Им удивительно слышать, мы на Белоярке, вот я в 80-м стал главным инженером, вот, и при назначении, вот тут у меня есть прямо запись, с Непорожним, когда был разговор. А Непорожний это... Министр энергетики был, вот, СССР. Вот, и с Непорожным, когда был разговор, я ему специально говорил, что ваше экономическое управление не дает нам остановить первый блок. Вот. А работа первого блока отрицательно сказывается на эксплуатации БН. Вот. И все наши эти неполадки, негоразды на первом-втором блоке, они тенью, у меня так и написано, там я ему говорил, они тенью кладутся на очень перспективное направление БН. Вот. Портит имидж. Вот. Ну, зиму нас заставили все-таки отработать, 81-го. Ну, я не помню сейчас, когда, тут не написано месяц. А в 81-м установили. То есть по нашей инициативе, и не только по нашей инициативе, а по нашему требованию. Вот. А почему? Вот. Почему? Почему? Вот. Современное руководство Белоярки на меня обиделось. Почему? Потому что, первое, станция очень грязная была. Вот. Мы 1000 кюри бросали ежесуточно, вот, по несколько тысяч. Бедный асбест это все туда несло. Вот. Раз. Это воздухом бросали, и водяные. Вот это Ольховское болото, оно же загаженное. Да, вот. да. И я как раз по Ольховку писал, что оно загажено, нами загажено. Вот. И поэтому, ну, время сейчас работает, там, ну, там в основном, конечно, трансурана нет, там на Белоярке его не было. Вот. Ну, в таких, как сказать, значимых количествах. Каналы-то у нас горели, лопали, поэтому там и был трансуран, но немного. Вот. А там в основном эти кобальт, цезий, стронций. Вот. По Ольховке. Так это вот первое. То есть мы загрязняли округу. Вот. Это раз. А второе, дозы персонал станции вот так получал. Это уж и точно. вот так. Вот. И на всякие вот козлы, на эти аварийные работы привлекали даже управление. То есть привлекали весь персонал. Весь персонал проходил. Да. Я проходил, я помню. Да, вот. Поэтому, ну, снаружи было красиво смотреть, ядерный перегрев, ай-яй-яй, красиво работает блок. Вот. А нам вот так это все было. Вот. И поэтому мы не с 80-го года, меня в 80-м назначили, вот, а до этого я чисто блоком занимался, третьим. Вот. А ребята с первой очереди, они еще раньше, в 79-м, 8-м году, начали уже готовить базу для остановок, преждевременного остановок, раннего остановок блока. Ну и в конце концов нам удалось остановить блок. Основная причина, из-за чего разбухали, из-за чего козлы образовывались. Ядерный перегрев, он, конечно, красиво это, но Красиво звучит. Так, у нас же очень много экспериментальных каналов ставили. То есть наука пыталась подобрать топливо, вот, ну, которое бы выдерживало компанию, хотя бы компанию. Вот. Но не получилось. То есть, кстати, вот
сейчас мне только мысли, это очень может быть, что нас долго не останавливали, что там кто-то наверху продолжал пытаться наладить ядерный... Вообще-то направление перспективное. Если бы это получилось, то 10% теплового загрязнения сразу минус. Вот. То есть направление вообще... не хватило технологии. Не хватило технологии. То есть изготовление... Не хватило материалов топливных. То есть не выдерживала таблетки, не выдерживала оболочка, таблетки. Вот. Они распухали, и дальше козел. Вот. А козел, потому что упирался. Ну, он распухал, и в ячейке заклинивал его. Вот. А дальше как повезет, либо будер, видел, наверное, знаешь, либо рвали канал. Вот. По-всякому бывало. Вот. Поэтому козлы это вот так. Вот. И я начинаю подозревать, что вот мое дыхание это вот те козлы. Поехали дальше. Так, вернемся к хронологии. Значит, вот в июле 1963 года я на Белоярку поступил, вот, а в апреле 1964 года мы включились в сеть. В 1966-м я уже был назначен на должность начальника смены по реактору. Вот. Так вот, между 1963 и 1966 вот, я внизу работал, вот, а ночами все время сидел на щите. У нас смена была отличная: Гринглас, Повышев, Собин. Вот. Кстати, вот наши операторы, это был первый выпуск по атомной энергетике, по 310 специальности. Вот. А в основном кто готовил их? Институт какой? Мои. Я не знаю, кто по Союзу, кто, а вот наши ребята мои заканчивали. Московский энергетический институт. Вот. Были ребята с Московского высшего МВТИ, высшего технологического института Баумана имени, но это были с подводных лодок. Вот, я только хотел у тебя спросить, а откуда же персонал брали, первый персонал брали на атомную станцию? Значит, на первую атомную. Белоярка, в отличие, кстати, от Воронежа, вот, у нас очень удачная получилась комплектация. У нас было примерно половина. То есть у нас не было, чтобы какая-то вот энергетики или атомщики превышали. У нас пополам получилось чистой энергетики, ну вот как я пришел с этой... то есть энергетики с тепловой энергетики там... Да, с тепловой энергетики люди пришли, ну турбинисты, конечно, в основном, котельщиков у нас не было, вот, в отличие от ЧАЭС, тут котельщики были, вот. У нас турбинисты были, вот. И ребята с подводок, с подводных лодок, вот, которые не матросами работали, а которые обслуживали пусконаладки, делали монтаж, то есть вот эти ребята, вот, реакторной части. Вот. И вот в нашей смене Гринглас был оттуда с востока, с Комсомольского на Амуре, в подводной лодке. Вот эти два оператора – это маишники, только пришли, молодые специалисты были. У нас же все руководство станции атомом и не воняло. Я когда поступал, меня Иванов, главный инженер, вот он был котельщик, пардон, да, были котельщики. Иванов, главный инженер, меня спрашивал, спросил, вернее, при собеседовании, а что вы знаете про атомную энергетику? Вот. Я говорю, что? В программе 10 классов. Вот. Ему очень понравилось. Правильно. Честно. Вот. Так вот, все руководство, начиная с цехов, были разных энергетических специальностей. Вот. И ремонтники, и турбинисты, и котельщик, вот, оказывается, забыл я про Иванова. Котельщик он был. Вот.
А молодые специалисты приходили, ну молодой специалист, куда он? Вот, в смену на рабочие должности. Так вот у нас в смене было вот эти два, Повышев левый, Собин правый, вот, Гренглас начальник смены был. Вот, и я у них все время оттирался там ночами. Подожди секундочку, надо пояснить, левый и правый. Левый – это реактор, управление реактором, СИУР назывался, старший инженер управления реактором. А правый – это СИУТ, старший инженер управления турбиной. Вот. Ну, у него не только турбина, парогенератор был, ну, неважно. Вот. То есть у одного тепловая часть, у другого реакторная часть. Вот. И вот с 63-го до 66-го вот, я все время там был. Вот. Мы все время разговаривали, очень редко говорили про всяких там это женщин, про еще говорят, про выпивку. Вот. А большей частью говорили вот про, ну я, по крайней мере, вот все время интересовался вот этой реакторной частью. И вот эти ребята и Гренглас мне все рассказывали. И в результате вот в 66-м году я сдал экзамен на зама смены по реактору. И я даже сидел, ну недолго, я несколько смен сидел левым. Вот. То есть СИУРом. СИУРом. СИУРом, да. Вот. Ну, это все на первом блоке, естественно. Ну, я понял, да. Да. Вот. Второго тогда еще не было. Вот. А уже в 67-м году, в феврале, вот, замначальника, прочитаю, называл их хорошо, вот, заместитель начальника технологического цеха по машинному отделению установки 505. Вот. БН тогда назывался вот установка 505. Вот. Ну, все закрыто было. Вот с 67 года я занимался третьим блоком, БН-600. В феврале 67 года был Веретенников начальник, я зам. Больше никого не было. Вот два человека. И тоже, кстати, как вот первая очередь у нас была отличная от всех остальных. Вот. Так и БН пошел у нас, но здесь у нас была хорошая конкуренция уже с Западом. Вот. Французы, у них Феникс пошел раньше нашего БН, потом Супер Феникс после нас пошел, но он очень быстро накрылся. Вот. Но наш БН до сих пор. Ну и у них же первый Феникс был 350, по-моему, да? Феникс 350, да, был. Я же забываю, БН 350 до нас еще был. Шевченко же. Шевченко, да. Вот. То есть быстрые реакторы вот в эти 70-е годы, они во всем мире, считалось очень такое перспективное направление, что мы тогда перейдем на собственное топливо, до сих пор его нет, на 1000 лет нам хватит этого естественного урана. Вот. Поэтому БН тогда и Союз развивал хорошо, и Франция, Америка, правда, дальше опытных этих чисто реакторов не пошла. Вот. Немцы начинали тоже. Вот. Но одни французы только вышли на станцию, на электростанцию. Ну и как вот сегодня можно сказать, кроме Союза ни у кого больше ничего не пошло. То есть ваша компоновка оказалась самой удачной, БН-600? Ну, там не только компоновка, сам проект получился удачный, сам проект. Вот. Затем, тут же комплекс. Реализация. Проект, изготовление, реализация проекта, а дальше эксплуатация. Вот. И поэтому БН-350 же остановили в конце концов. А вот БН-600 пошел, и в конце моей деятельности на Белоярке, вот, даже я нашел у себя в этом, записано было в 85-м или 4-м году, постанова была этого Кабмина БН-1600 в 90-м году включить. Ну, ничего себе. Да, планы были гигантские, советские.
Так что быстрая тематика. Но потом Чернобыль все это посадил. Чернобыль посадил, да. Поэтому вот начинали мы в 1967 году. Вот, и опустили, в 1967-м начинали, включились в 80-м. Вот, это 13 лет. Ну, долго это было. Долго. Ну, никто же этого раньше не делал. Ну, это можно рассказывать, но мое отношение к этому, что значительно быстрее все можно было сделать. Очень долго верхние власти во все это не верили и не давали денег. Вот. Поэтому у нас вот такие сроки. Вот. Только поэтому. Вот. Но вот основное, что я хочу сейчас вот сказать, вот, с самого начала вот, начинали мы с веретенников, потом комплектовались потихоньку, вот, где-то уже в середине 70-х годов у нас было, мы перешли уже в управление стройки, вот, поближе туда к блоку, вот, и нас было уже человек 30-40. Вот. Но все они продолжали числиться по основным цехам своим, вот, потому что на третий блок не разрешали. Вот, в технологическом цехе 2 у нас немного числилось, а все эти электрики, таишники, техотдел... То есть штатного расписания на третий блок не было, куда бы брали? Не было. Веретенников очень быстро его забрали в Госплан. Вот. И там Прушинский появлялся у нас, но он недолго был, как начальник цеха. Вот. Ну, а в основном, вот с 1967 года я в основном занимался этим, вот, как руководитель. Вот, в разных должностях. То есть я почему до сих пор должности путаю, с кем разговариваю. Потому что вот в мое время должность не означало, не характеризовало, чем ты на самом деле занимаешься. Вот. Так вот, по БНу. Вот. Нам удалось, ну, отличный коллектив уже был создан. Вот. И набирали людей мы туда. К нам, конечно, многие хотели перейти, но не всех мы брали. Вот. То есть брали чисто по профессиональным признакам. Вот. И вот эта группа 30-40, мы же полностью курирование монтажа было, мы деньги платили, вот, то есть деньги через нас шли. Вот. Я эти чертежи в монтаж подписывал. Мы занимались проектом. Нас очень тяжело Средмаш принял. В Средмаше не принято. Вот я был на Маяке. Вот. А вы же были еще в Средмаше Белоярка, да? Не, Белоярка сразу была в А почему Средмаш тяжело принял? А проект у нас Средмашевский. Научный руководитель ФАИ Средмаш, физико-энергетический институт, главный конструктор Горьковский АКБМ, вот, проектант Минэнерго, Ленинградский ТЭП. Вот. Кто там еще? Все. Вот. Поэтому мы со Средмашем работали и как научный руководитель, и как этот. Вот. Так вот, Средмаш, главный конструктор реактора, вот, к нам относился как, ну даже не знаю как, ну есть эти кадры, они будут потом когда-то эксплуатировать. Вот. То есть не воспринимали всерьез? Абсолютно. Вот. Мы вдвоем с Веретенником сидели на первом этаже там, административном. Вот. Кабинет был, ну, чуть подлиннее, чем вот это. Веранда. А чертежей пола не хватало. Вот. Простыня такая. Да. Я их, ну, Веретенникова их не смотрел, я их расстилал на полу, вот, вставал на четвереньки, на 4 конечности, вот, и лазил по этим чертежам. А Невский обход всегда делал. А Невский это был директором? Невский директором уже был. Белоярка. Вот. Обход делал. Вот. И
Смеялись мы тогда. Он заходит в кабинет, а я задницей к дверям и на четвереньках ползаю по этому чертежу. Вот, а Веретенников за столом сидит. О, рабочая атмосфера, это он сказал. Вот. А потом, когда мы ткнули носом уже главного конструктора в главные циркуляционные насосы, натриевые насосы, вот, они опорный подшипник опустили ниже уплотняющего. То есть он у них получился в газовой среде реактора. Вот. Мы им говорим, вы что, ребята, вот, переставьте местами, уплотните, а это наверху, масло, прочее, это зачем оно там дрянь-то? По СУЗам очень много замечаний давали. Вот. После этого нас приняли. Вот. Зауважали. И настолько приняли, что после Чернобыля по всем атомным станциям этот ЦК назначил комиссии, чтобы проверить по всем направлениям ВВР, РБМК, АСТ тогда уже были в проекте, и БМ. Угу. Так меня назначили председателем этой комиссии, а я уже в «Маяке» был. Вот. То есть Белоярка получила свое полное уважение БМ по быстрым реакторам. Вот. Дорогие друзья, здесь мы сделаем с вами паузу, выпьем чашечку кофе и продолжим в следующий раз. Будем жить.